Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. И если градус правды будет зашкаливать, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги, Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. Зачем нужна антимонопольная служба? Задается вопросом небезызвестный картель. Я думаю, что антимонопольная служба нужна в каждом государстве, чтобы ограничивать аппетиты корпораций и супервлиятельных людей. Поскольку только она защитит малышей и честную конкуренцию. А в этом и состоит смысл участия государства в экономике, а не вот это вот все. Что такое испанский стыд? Испанский стыд – это когда ты 16-летняя девушка приглашаешь на вечеринку подруг, а на этой вечеринке танцует твой подвыпивший отец. Это если вкратце. А в принципе, я его испытываю часто. Проникаюсь я людьми и разными там персонажами. Стыдно. Очень стыдно. Рэмбо или Рокки? Вот нормальный вопрос. И знаете, что я вам скажу? Рэмбо. Не потому, что он герой войны, весь такой сильный, со своей справедливостью. А просто я не смотрел никогда фильм «Рокки». А трудно любить то, чего не знаешь. «Ты зожник?» – уничижительно спрашивает меня какой-то фанат фильма «Рокки». «Нет, не зожник», – отвечаю ему я. Потому что для меня было бы слишком трудно придерживаться всех правил. Я стараюсь придерживаться только своих. Какие есть? Наверное, что-то из ЗОЖа и у меня есть в рационе. Например, воздух и вода. Ты веришь в еврейский заговор? А вы думали, что не верю? И правильно делали? Я в принципе не верю в заговоры. Верю во всякие кланы, еще что-то. Но мне кажется, какой-то национальный заговор, он в принципе невозможен. Чтобы идентифицировать себя через национальность, да, многим это свойственно. А вот что прям заговор. Самое главное, я не знаю цели этого заговора. Расшифруйте, если он есть. Ловил халяву? Если вы про участие в пирамиде МММ, то нет. А если про зачетку в окно перед экзаменом? Да не было у меня зачетки. Не ловил. Она приходила сама. Видимо, были какие-то другие способы привлечения. Ты бросаешь окурки на дорогу? Если учесть, что я не курю, то чтобы мне бросать окурки на дорогу, мне надо сначала их где-то подбирать. Я этого не делаю. Я и в принципе плохо отношусь к людям, которые бросают, да не только окурки, а в принципе что угодно на дорогу. Есть же урна, наконец. Но для этого, видимо, надо иметь какое-то особое образование. Какие аэропорты ты любишь? Хотелось бы перечислить все аэропорты, которые я знаю. Мне нравятся тихие аэропорты. Есть такая концепция. Я об этом узнал в аэропорту Венеции. Это когда в аэропорту никто не шумит. В смысле вот это вот женщина или мужчина, который что-либо объявляет в громкоговоритель. Там никто ничего не объявляет. Ты приехал, найди табло, отслеживай. В крайнем случае есть приложение в iPhone. Обожаю тишину. Рекомендацион и для железнодорожных вокзалов. Ты любишь холодный борщ?
Иногда его еще называют свекольник. Было время, когда за тарелку холодного борща я мог отдаться, в хорошем смысле этого слова, в заботливые и бережные руки того, кто его приготовил. Надеюсь, это не какой-то там известный шеф-повар. Ошибочка была бы. Вопрос от звезды. Слушай, у меня тут две девочки. Может, сходим куда-нибудь? Твоя левая, моя правая. Кто же откажется от таких предложений? Особенно, а я уверен в этом, что моя-то, она и холодный борщ мне, если что, приготовит. Ну, в крайнем случае, можем поменяться. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий и звоните в колокольчик.